В летний день Ноа Донаху решает встретиться с друзьями и отправляется в путь на своем велосипеде. Но что-то идет не так, и он внезапно исчезает, оставив за собой таинственные следы. Видеонаблюдение и свидетельские показания раскрывают ряд странных и необычных событий, предшествовавших его исчезновению. Этот случай вызывает множество вопросов относительно судьбы 14-летнего парня. «21 июня 2020 год, город Белфаст, Северная Ирландия. В 17:41 Ноа Донаху выехал из своего дома на велосипеде, чтобы встретиться с друзьями в загородном парке Кейвхилл, расположенном в нескольких километрах от его школы, чтобы поработать над проектом для премии «Герцог Эдинбургский», программы, в которой ежегодно участвуют сотни тысяч молодых людей по всему миру. Премия значима для образования, поскольку увеличивает вероятность на поступление и дает другие преимущества. 14-летний Ноа Донаху был не только талантливым, но и увлеченным парнем. Он всегда придавал огромное значение своему образованию и особенно увлекался медицинской сферой. Ноа демонстрировал впечатляющие достижения в естественных науках и математике, за что нередко получал награды. Кроме этого, он неплохо играл на виолончели и был активным членом баскетбольной команды своей школы. Ноа рос без отца, живя только с матерью Фионой Донаху. Фиона встретила мужчину во время своей поездки в Америку и, осознав свою беременность по возвращению домой, решила воспитывать ребенка самостоятельно. Отец регулярно общался с Ноа, часто совершал звонки по видеосвязи, однако так и не смог переехать, чтобы быть рядом со своим ребенком. Ноа собрал свои вещи и отправился в дорогу с ноутбуком и несколькими книгами в рюкзаке. Возможно, мальчик предвкушал встречу со своими друзьями, но его поездка приняла совершенно неожиданный оборот. К сожалению, полиция не предоставляла общественности видеозаписи с камер видеонаблюдения, поэтому наше представление о передвижениях мальчика мы можем составлять только на основе известных фактов. Примерно через 5 минут после выхода из дома камера видеонаблюдения запечатлела Ноа на Роял-авеню, когда он проезжал через оживленный торговый район в центре Белфаста. В этот момент и начинается цепочка странных событий в этой истории. Некоторое время спустя камеры видеонаблюдения вновь замечают парня в конце того же участка улицы. На записи было видно, что на этот раз у мальчика отсутствует рюкзак, который он брал с собой. Его рюкзак должен был быть особо важным для Ноа, ведь в нем находился ноутбук, который был ему необходим для выполнения работы. Никто не заметил, когда и как мог исчезнуть его рюкзак, поэтому неизвестно, потерял ли парень его, был ли он украден или парень самостоятельно избавился от него где-то по пути. В 18:00 внимательный водитель видит, как мальчик, медленно ехавший на своем велосипеде, неожиданно падает на перекрестке. Водитель останавливается, чтобы помочь, но мальчик самостоятельно встает и продолжает свой путь. Свидетель утверждает, что не обнаружил ничего странного в поведении мальчика. У него был шлем, и само падение показалось незначительным. Через минуту парень продолжил свое движение по Шор-Роуд, однако теперь на нем нет его зеленой куртки. Далее происходит нечто еще более странное. Примерно через 400 метров после того, как Ноа упал с велосипеда, его проезд по Йорк-Роуд попал на камеру наблюдения. А через 2 минуты после этого он достигает жилого комплекса на Нортвуд-Роуд, который находится на севере Белфаста. Как утверждается, это был незнакомый для него район города, находящийся примерно в 5 километрах от предполагаемого места назначения. И по неизвестной причине в этот момент мальчик был абсолютно голым. Конкретный момент, когда Ноа потерял всю свою оставшуюся одежду и шлем, не был зафиксирован ни камерами видеонаблюдения, ни каким-либо из свидетелей. Его странную наготу впервые засвидетельствовали 2 местных жителей, которые видели, как он на велосипеде и без одежды въехал в тупик жилого комплекса. Видеозапись камер наблюдения показывает последние известные перемещения Ноа, когда в 18:03 он слезает с велосипеда и направляется пешком через 2 дома – Нортвуд-Роуд 89 и 91 в сторону Си-Вью-Парк. После этого мальчик бесследно исчезает. Весь маршрут Ноа, начиная от выхода из дома и до его исчезновения, занял всего 18 минут. В 21:30 обеспокоенная мать Ноа обратилась в полицию, ведь мальчик обещал позвонить ей в 18:30, но так и не сделал этого. Примерно через 24 часа после того, как Ноа видели в последний раз, Карен Крукс,
Одна из жительниц района, в котором Ноа видели гуляющим голышом, сообщила, что нашла горный велосипед Ноа на своем газоне. Изначально женщина подумала, что это просто игра соседских детей и не придала этому особого значения. Однако, когда она услышала о пропаже мальчика, сообщила полиции о своей находке. Полиция сосредоточила поиски в районе ее дома. К поискам также были привлечены специальные поисково-спасательные группы, которые обследовали район Нортвуд-Роуд и прилегающую территорию, где были разбросаны шлем, толстовка и обувь, найденные жителями. Из вещей мальчика так и не были найдены трусы, футболка, шорты и куртка. Но в ходе поисков был найден его мобильный телефон в парке, мимо которого он проходил по дороге на Нортвуд-Роуд. Его исчезновение случилось совершенно неожиданно, по мнению его матери и близких людей. Мать мальчика отмечает, что у Ноа, похоже, не было каких-либо проблем. Лучший друг Ноа, который проводил время с ним за день до исчезновения, также не заметил ничего необычного в поведении друга. В социальных сетях начали распространяться слухи о его убийстве и погребении. 26-летний житель северного Белфаста Джейми Шоу опубликовал короткое 9-секундное видео в Snapchat, где он говорил, смотря в камеру, что участвовал в погребении тел, включая тело Ноа. После его ареста выяснилось, что он не имел никакого отношения к исчезновению Ноа, и его обвинили в ненадлежащем использовании электронных коммуникаций. Был также мужчина, находившийся в тюрьме в Северной Ирландии, который якобы признался в убийстве и избавлении от тела. Однако заключенный отвергает обвинения в убийстве Ноа Донахоу и называет их бредовыми. Он отрицал свою причастность к смерти ребенка и связь с военизированными формированиями, утверждая, что эти слухи были распространены его сокамерникам после их ссоры. 24 июня, спустя 3 дня поисков, начальник полиции Мьюр Кларк созвал пресс-конференцию, в которой он высказал свою гипотезу о том, что Ноа, возможно, отправился в Северный Белфаст, случайно упал с велосипеда и получил травму головы, что, возможно, привело к потере ориентации и снятию всей одежды. Эта изначальная версия полиции стала основой для обвинений Фионы Донахоу и ее сторонников в сознательном сокрытии преступления со стороны местных правоохранительных органов. В тот же день, когда состоялась пресс-конференция, в полицию обратился менеджер ломбарда Cash Converter в центре Белфаста, который заявил, что кто-то подозрительный пытался продать ноутбук мальчика. Этого человека звали Дэрил Пол, и примечательно то, что он являлся опытным правонарушителем и на тот момент имел за плечами 194 ареста за различные правонарушения, включая кражу и вооруженное ограбление. Также Дэрил долгое время употреблял героин. Мужчина был арестован полицией, а при обыске также были обнаружены рюкзак и книги Ноя. Утверждалось, что он со своей подругой планировали продать ноутбук, чтобы приобрести на эти деньги наркотики, часть из которых будет передана ей. Во время допроса Дэрил утверждал, что никоим образом не связан с пропажей Ноа, а лишь нашел сумку на территории кампуса Ольстерского университета в конце Роял-авеню, месте, где, предположительно, Ной оставил свой рюкзак. Хотя Пол был вором, полиция исключила его связь с исчезновением Ноа, так как на момент пропажи его присутствие было зафиксировано камерами видеонаблюдения в другом районе города. 35-летний Дэрил Пол был заключен в тюрьму за кражу рюкзака. Его сообщница Мэри Нолан, участвовавшая в попытке продать ноутбук школьника, получила условный срок. К 4-му дню поиски Ноа распространились на весь город. Волонтеры и полиция активно исследовали район Нортвуд и Скегагнейл на севере Белфаста. В то время соцсети заполнились слухами и теориями о пропаже мальчика, включая возможные мотивы, такие как религиозная нетерпимость и преступления на этнической почве. После 6-дневного поиска в парках, жилых районах и канализационных системах мать мальчика получила печальные новости. Всего в 1 километре от места, где был найден велосипед Ноа, в канализационной системе было обнаружено тело мальчика. К сожалению, в день исчезновения Ноа висящий замок на ливневой канализации не был закреплен, так как обслуживающие работники из департамента инфраструктуры не стали закрывать его после предыдущей проверки, произошедшей недели ранее. Но 24 июня, когда поиски пропавшего мальчика еще были активны, ливневая канализация была закрыта на висящий замок.
В итоге полиция срезала его, и специалисты приступили к обыску ливневой канализации, где и было обнаружено тело Ноа. После обнаружения тела мальчика, начальник полиции Мюр Кларк заявил, что исследование комплекса ливневой канализации было сложным и заняло несколько дней, а также отметил, что за свой 30-летний опыт работы в полиции это расследование о пропаже стало одним из самых необычных случаев, с которым ему приходилось сталкиваться. Также он добавил, что распространяемые людьми слухи об исчезновении Ноа не имеют под собой никаких оснований, расследование продолжается, но нет никаких свидетельств, указывающих на преступную деятельность. Следует отметить, что это заявление было дано им еще до вскрытия тела и получения его результатов. Позднее вскрытие тела не выявило наличие наркотиков или алкоголя в организме Ноа, а причина его смерти была определена как утопление. Полиция и судмедэксперты не высказывали предположений о том, как точно тело перемещалось, был ли Ной в этот момент в сознании или без сознания. Полные результаты вскрытия не были оглашены широкой публике, но адвокаты семьи утверждают, что они вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Из одежды мальчика были найдены его толстовка синей расцветки, черный шлем для скейтбординга и кроссовки Nike с ярко-желтым логотипом. Но белье, футболка, серые шорты и куртка так и не были обнаружены. Довольно интересно, куда могла пропасть эта одежда, с учетом того, что у мальчика было всего пару минут, чтобы сделать с ними что-то. Где он за считанные минуты смог оставить свою одежду, что ее так никогда и не обнаружат? Странные обстоятельства смерти мальчика не давали покоя местным жителям. Людей интересовало, как это случилось, что Ноа оказался в парке Сивью за Нортвуд-Роуд, о котором он не имел ни малейшего представления. Как мальчик обнаружил сток, учитывая, что немногие местные жители знали о его существовании. И даже если он знал о нем и решил спрятаться там, стал бы он ползти целый километр по тесной системе сточных каналов в полной темноте. В августе 2020 года коронер Джо Макрискин заявил на предварительном следствии, что нет никаких доказательств причастности других лиц к смерти Ноа и что пора прекратить беспочвенные и неточные слухи о том, что случилось с Ноа. С момента исчезновения Ноа Фиона и ее сестра Ниам не доверяют полицейскому расследованию его смерти, скептически относятся к полиции и оспаривают официальную версию событий. Одна из причин заключалась в том, что Фиону проинформировали о проведении опроса свидетелей, проверки домов и распространении листовок с фотографиями Ноа и его вещей в период исчезновения, но оказалось, что ничего из этого сделано не было. Создав сообщество «Мой Ноа Донахоу» в социальных сетях, родственники мальчика получили поддержку от 117 тысяч сторонников, автоколонны, флаги и граффити по всему городу использовались для привлечения внимания общественности к трагической смерти Ноа. Полиция утверждает, что Ноа забрался в эту ливневую канализацию. Никто не видел, как он залезал в ливневую канализацию, и я никогда не поверю, что Ной залез в нее. Говорят, что он находился в ливневой канализации в течение 6 дней. Ему пришлось бы преодолеть 950 метров по тоннельному комплексу, а мы слышали от надежных источников, что это физически невозможно для человека из-за преград и перекрытий. Говорит Ниам. Фиона Донахоу заявила в интервью изданию Vice, что не верит в официальную версию о несчастном случае или самоубийстве Ноа. Фиона и Ниам также утверждают, что по их информации на теле Ноа нет признаков 6-дневного пребывания тела в подземной водной системе. Прилив в этих туннелях происходит дважды в день, так что он должен был погружаться в воду дважды в день, но единственным повреждением тела Ноа от воды были его руки и ноги. В этом туннеле также есть сточные воды, и сточные воды с бактериями нанесли бы ужасающий ущерб. Также не было повреждений от грызунов и насекомых. В декабре 2021 года полиция запросила специальный сертификат иммунитета в общественных интересах, который дает право не разглашать информацию о деле. Родственники Ноа полагают, что этот сертификат был запрошен для скрытия неких информаторов полиции и что он редко используется в делах, связанных с пропажей детей. Однако полиция утверждает, что нуждается в нем для сокрытия своих тактик и методов работы. В ответ на это была создана онлайн-петиция, призывающая полицию обнародовать секретные файлы расследования. И к настоящему моменту она собрала более 300 тысяч подписей. Я считаю, что кто-то причинил вред моему Ною, и что в полицейском расследовании его смерти были допущены серьезные и неоднократные ошибки.
Я никогда не добьюсь справедливости в отношении Ноа, если не получу всю информацию. Эти 3 файла жизненно важны для того, чтобы мы получили правду, в которой так нуждаемся, и узнали, что же на самом деле произошло с моим драгоценным сыном. Говорится в описании петиции. В сентябре 2022 года судья Высокого суда Майкл Хамфрис заявил, что раскрытие информации создаст реальную угрозу общественным интересам. Нет ничего такого в скрытых материалах, что имеет центральное значение для вопросов, рассматриваемых на слушании. В то же время разглашение скрытой информации создаст реальную угрозу серьезного ущерба общественным интересам. Представители ближайших родственников могут быть уверены в том, что никакая третья сторона не была замешана в смерти Ноа Донаху и не было никакого замалчивания в ходе расследования. Семья Ноа Донаху обратилась к Доналу Макинтайру, журналисту-расследователю с 30-летним опытом работы в новостях, документальном кино и расследованиях, а также к его команде следователей. Они начали сбор средств на независимое расследование и за 45 дней успешно собрали 179 тысяч фунтов стерлингов с помощью почти 6 тысяч сторонников. Были привлечены опытные специалисты, включая ведущих следователей, судмедэкспертов, криминологов, экспертов по кибербезопасности и других профессионалов. Они объединили свои усилия, чтобы попытаться раскрыть истину. Донал Макинтайр активно ведет канал на YouTube, где делится подробностями и информацией о независимом расследовании. А в будущем планирует выпустить целый документальный фильм, который, по их словам, донесет правду об этом деле до как можно более широкой аудитории. Донал утверждает, что в районе, где исчез мальчик, 2 независимых свидетеля слышали крик ребенка или молодой женщины ночью около полуночи. Крик раздался дважды. Также в 3 часа ночи кто-то попытался проникнуть в дом к одному из жителей района, повернув дверную ручку. После этого к одному из свидетелей, слышащих крик, посветили фонариком в окно. Макинтайр задался вопросом, могли ли эти случаи быть связанным со смертью Ноа? Мог ли кричащий быть самим Ноем и мог ли человек, светивший фонариком, быть тем, кто выискивал мальчика по району? Или, может быть, этот человек услышал звуки или заметил, как Ноу прячется где-то в округе и вышел проверить, что там происходит. Макинтайр считает, что полиция не предприняла достаточных мер, чтобы отследить этого человека и выяснить, связан ли он с исчезновением мальчика или обладает ли он дополнительной информацией. Семья Ноа Донаху избегла традиционное погребение из-за страха мальчика перед темнотой и выбрали кремацию. Однако это решение вызывает препятствия для проведения эксгумации и проверки новых теорий, касающихся его загадочной смерти в глубинах канализации. В марте 2021 года Фиона Донаху также обратилась в полицию, требуя разобраться с неподтвержденными слухами о нападении на ее сына. Утверждалось, что его якобы атаковал наркоман при помощи героиновой иглы. Кажется, Фиона, будучи в глубокой скорби по поводу потери ребенка, пытается найти объяснение произошедшему и цепляется за любые неподтвержденные факты. Ее поведение можно понять, учитывая боль, столь странные обстоятельства смерти сына и оставшиеся незакрытые вопросы. В июне 2023 года общественности стала известна новая деталь в деле Ноа, о которой ранее не было известно. Оказывается, Ноа Донаху тайком выходил из своего дома в 3:30 утра, в день своего исчезновения. Подросток покинул дом во время проливного дождя, одетый в футболку, шорты, шлепанцы и в наушниках. Мальчик вернулся домой с загадочной поездки на рассвете в 4:05, и камера видеонаблюдения запечатлела его совершенно мокрым, без наушников и без своих шлепанцев. По некоторой информации, семья была проинформирована об этом случае еще в 2022 году, однако они решили не разглашать ее. Секретные кадры, снятые всего за 14 часов до его исчезновения, были обнародованы только адвокатом, работающим на Фиона Донаху, более чем через 2 года после трагического исчезновения. В течение недели, пока Ной отсутствовал, сотрудники полиции Северной Ирландии спрашивали меня, мог ли Ной в любой момент улизнуть из дома, без моего ведома. Я сказала им, что ключ всего один, а все двери очень скрипучие. Я бы не подумала, что это возможно. Но, очевидно, я ошибалась.
Мать мальчика не имеет представления, куда он направлялся в такое время, встречался ли он с кем-то и какая была цель его поездки. Фиона ранее выражала беспокойство о том, что Ною могли предложить заняться незаконными делами у границы округа, и это могло быть причиной его раннего ухода из дома в тот день, в район Северного Белфаста, с которым он никогда не был знаком раньше. В различных социальных сетях люди выдвигали свои версии, пытаясь объяснить, что, по их мнению, произошло на самом деле, так как многие просто не поверили в версию событий, озвученных властями. Разберем несколько версий произошедшего события. Многие люди были убеждены, что на Ноя напали из-за его цвета кожи, потому что он был ребенком из смешанной семьи. Либо же почвой для нападения были его религиозные взгляды, так как Ной был католиком. Северный и Южный Белфаст – районы с смешанным населением, где проживают католики и протестанты. Однако, как и во всей Северной Ирландии, эти районы остаются довольно разделенными. В одной живут преимущественно католики, в другом – протестанты. В последние годы возникла напряженность между обеими конфессиями из-за политических проблем. Протестанты, преимущественно приверженцы юнионизма, выражают беспокойство по поводу роста националистических настроений у католиков. Ной ехал в преимущественно лоялистском, протестантском, белом районе города, который до сих пор оправлялся от страшной 30-летней межконфессиональной войны, известной как Смута. Смута – это этнополитический конфликт в Северной Ирландии, в котором участвовали британские власти и местные республиканские организации, представляющие католическое население региона, и протестантский орден оранжистов. Конфликт начался из-за разногласий по статусу Северной Ирландии и продолжался до подписания Белфастского соглашения в 1998 году. В результате этого конфликта погибло около 3524 человек. Несколькими неделями ранее, до исчезновения Ноа, 15-летний Флинн Магуайр, ученик Сент-Малаки колледж, где также и учился Ной, подвергся нападению группы подростков в том же районе. Мать Флина утверждала, что нападение было совершено на религиозной почве. Возможно ли, что по пути к своему пункту назначения Ной был атакован, получил травму и был вынужден прятаться в канализации, где и наступила его смерть? Либо после попытки Ноя спрятаться на Нортвуд-Роуд нападавшие нашли его и утопили. Фиона Донаху также указывает, что слухи о криках, услышанных несколькими свидетелями той ночью неподалеку от места последней видимости Ноа, не были расследованы полицией, и экспертиза не проводилась на месте, где была обнаружена сумка Ноа. Некоторые люди полагают, что нападавший на Ноа был информатором полиции, и если это раскроется, возникнут беспорядки, и именно по этой причине полиция что-то умалчивает и не желает проводить полноценное расследование. Однако давайте посмотрим на это с другой стороны. Если бы нападение действительно было, то оно должно было случиться в те короткие промежутки, в которые мальчика не снимала камера видеонаблюдения. И все это должно было проходить очень быстро. Насколько это вероятно? Неясно, когда могло случиться нападение и почему парень начал медленно раздеваться и терять свои вещи. Его пытались ограбить или его кто-то преследовал. Полиция сообщает, что на камерах наблюдения ничего подобного зафиксировано не было. На последних кадрах голый мальчик идет к дому в сторону входа в ливневую канализацию. На кадрах видеонаблюдения больше никого нет. Но не все склонны доверять полиции в этом вопросе. Отчет об обстоятельствах смерти юноши раскрывает детали его последней активности в социальных сетях и интерес к спорному психологу Джорджу Питерсону. Так, например, одна из книг, которую мальчик решил взять с собой в дорогу в день исчезновения, была книгой Питерсона. Предполагается, что взгляды Питерсона противоречили его собственным восприятиям своей сексуальной идентичности, и что это потенциально способствовало возникновению эпизода психического расстройства. Также утверждается, что последние дни жизни Ной провел в поисках библейских ссылок и советов о том, как уберечься от сатаны. Однако убедительных доказательств суицидальных намерений у мальчика нет, и в отчете отмечается отсутствие у Ноя ранее проблем с психическим здоровьем, а также сообщается о его позитивном и всесторонне развитом характером. Мать мальчика отвергает связь с сексуальностью и сомневается о возможности самоубийства, подчеркивая, что Ной, выросший в принимающей среде, не проявлял никаких признаков смущения или дискомфорта по поводу своей идентичности. Однако родители, несмотря на то, что часто считают, что хорошо знают своих детей, к сожалению, не всегда оказываются правы.
Но друзья и учителя, которых опросила полиция, также не сообщили о каких-либо проблемах, связанных с сексуальной ориентацией Ноя. И если бы парень действительно намеревался покончить с собой, то способ, который он выбрал, кажется очень сложным и невероятно странным. Могло ли банальное детское любопытство стать причиной смерти Ноа? Вечером он мог ездить по району в поисках спуска в ту ливневую канализацию. Не зная точного местоположения спуска, он медленно передвигался, пытаясь вспомнить, где именно он находится. В какой-то момент ему показалось, что он нашел нужное место, он разделся, чтобы не испачкать и не намочить свою одежду, но быстро осознал, что ошибся местом. По какой-то причине он решил не одеваться и продолжить поиски спуска канализации. А свой ноутбук он мог заранее спрятать в каком-то укромном месте, чтобы не тащить его с собой. Возможным подтверждением этой версии может быть его странная поездка в 3:30 в день исчезновения. Мы можем предположить, что мальчик когда-то обнаружил незакрытый вход в канализацию и решил исследовать ее, поэтому в то раннее утро он отправился в этот район на разведку. Как мы помним, когда он вернулся домой, у него не было шлепанцев, наушников, и он был совершенно мокрым. Мог ли он потерять свои шлепки и наушники во время пребывания в ливневке? Эта версия, безусловно, звучит странно и дико, но следует учитывать, что известные нам факты в этом деле также являются довольно необычными. Одной из версий, приходящей в голову практически каждому, кто впервые слышит эту историю, является версия травмы головы. Возможно ли, что удар, который получил мальчик во время падения с велосипеда, был недостаточно сильным, чтобы привести к какой-либо визуальной травме головы, но мог привести к некой черепно-мозговой травме? Этой же версии придерживалась полиция, сказав, что у парня была дезориентация в пространстве в результате травмы. Причиной странных действий, а именно разбрасывание всех вещей и раздевание догола, может быть именно это событие. Однако имеются несколько фактов, противоречащих данной версии. Странное поведение Ноа началось еще до удара головой. Так, он сначала выбросил свою сумку, а только позже упал с велосипеда и лишился одежды. Второй важный факт заключается в том, что вскрытие тела не выявило серьезных травм головы. Эта версия мне кажется наиболее правдоподобной, несмотря на некоторые несостыковки. Непонятно, почему парню понадобилось избавиться от своей сумки, но, возможно, на то есть причины. Можно представить, что парню было необходимо заехать в определенное место в неблагоприятном для него районе города, и, возможно, он предусмотрительно решил спрятать свой рюкзак с вещами где-то по пути, чтобы избежать возможных нападок или ограбления. Вскрытие не выявило серьезных повреждений головы, однако сотрясение мозга или психологические проблемы невозможно обнаружить при вскрытии. Мог ли незначительный удар повлиять на проявление странного поведения, если у парня, к примеру, были скрытые психологические или психические отклонения, которые ярко проявились в момент падения с велосипеда? Однако подтверждений тому, что парень при падении ударился именно головой, нет ни от свидетелей, ни на видеозаписи. Однако это могло бы произойти за пределами кадра. На самом деле это лишь предположения и домыслы, и мы точно не знаем, что произошло на самом деле. Как вы думаете, что в действительности произошло с 14-летним Ноа Донахоу? Какая версия, на ваш взгляд, кажется наиболее правдоподобной? Возможно, у вас есть собственная версия. Попробуйте ответить на эти вопросы о деле. Куда мальчик мог отправиться в 4 утра в день своего исчезновения? Мог ли он встречаться с кем-то и зачем? Связан ли этот выход из дома с его смертью? Как именно мальчик потерял свой рюкзак? Парень его выбросил или его кто-то украл? Могло ли это успеть случиться за пару минут? Что заставило мальчика постепенно снять всю свою одежду? Как мальчик оказался в ливневке? Он залез туда сам или ему помогли? Как можно объяснить отсутствие признаков повреждения водой на теле мальчика, найденного в ливневой канализации? Действительно ли существуют возможные причины и мотивы для утаивания полицией информации о происшествии? Часть одежды мальчика так и не были найдены: трусы, футболка, шорты и куртка. Куда они могли деться? Может ли исчезновение этих вещей свидетельствовать о насильственной смерти или нападении? Пишите, что вы думаете в комментариях. В моем телеграм-канале «Первое время»
вы найдете хронологию событий, связанных с исчезновением Ноа Донахоу, если вы хотите попробовать разобраться с делом его пропажи самостоятельно. Кроме этого, я также опубликую ссылку на независимый документальный фильм после его выхода, а также буду делиться новыми фактами в этом деле в случае их появления. Будьте осторожны.